Всем привет! И сегодня я решила попробовать челлендж. Каждая комната — это своя ценовая категория. Мы будем это все генерировать при помощи рандомайзера. Но сперва я вам покажу вот такой вот у нас дом. Я его построила, он у нас полностью пустой. Я сделала единственное, что плюс-минус планировку. И сейчас я вам расскажу, где что будет, как я вижу. Итак, вот здесь будет у нас кухня, вот здесь у нас будет столовая, вот тут у нас территория такая, где они тусят, отдыхают, коридор, две спальные комнаты, возможно, родители ребенка и санузел, возможно, кабинет. Я еще так прям не решила, но я так думаю, что это будет маленький дом такой для семьи. Почему бы и нет? Я думаю, что в принципе здесь можно все разместить, если что, тут дверь можно подвинуть, чтобы можно было поставить телевизор или как-то так. И одна вот ванная у нас комната. Ну что, я думаю, что можно будет начать приступать, и, конечно же, сам процесс вот этого вот всего обустраивания у нас будет с вами в ускоренном виде. А уже непосредственно, когда я буду крутить наш благополучный рандомайзер, это все будет в реальном режиме. Ну что, ребята, давайте начнем, наверное, даже не знаю, с какой комнаты, господи, это так тяжело. Давайте начнем, наверное, крутить наш рандомайзер вот, ну, со столовой, давайте вот так вот и пойдем. А чё нет? Давайте. И коридор. Получается, мы будем крутить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз. Ничего себе. Итак, давайте начнем мы с вами со столовой. Вот наш рандомайзер. Я думаю, что 500 минимальная стоимость, чтобы не совсем так нам уже было печально и сложно. И максимальная стоимость — это 12 тысяч. Я надеюсь, что нам всего хватит. Итак, первая комната — это у нас с вами столовая. Пожалуйста, пожалуйста. 9013. Знаете, неплохо. Я каждую комнату забыла положить, естественно, полы и обои, но в любом случае, как у нас была 9013, так она у нас и есть. Мы положили пол, поклеили обои. Сперва, на самом деле, ребята, я здесь начала все шиковать, ставить дорогие столы, дорогие стулья. Но, увы и ах, я немножко не подрасчитала бюджет, и мне пришлось начинать заново. Но это не имеет значения, то есть в любом случае я решила соблюдать стилистику дома. У меня дом, если вы помните, был по наружу, он такой нежный-нежный голубой. И, соответственно, и в доме я решила делать тоже таких все нежных оттенков. Когда я начала делать первую комнату, у меня в голове начала всплывать история, допустим, этой семьи, которая здесь будет жить. Это будет молодая пара, у которых есть ребенок-подросток, девочка, и они вот такие творческие люди, мама флорист, поэтому здесь будет по максимуму много цветочков, особенно в столовой, потому что в столовой они любят собираться все дружно, пить вкусный чай, кушать, отдыхать. Потом я думаю, так, картина не подходит, это не подходит, это не подходит, давай ставить какие-то еще, нашла вроде подходящий пейзаж, все поставила. Потом опять мне что-то не понравилось, потом в уголке я сделала еще зону, где можно будет посидеть. По итогу у меня получилась вот такая столовая, я поменяла еще цвет штор и потом еще и люстру достаточно долго подбирала, но надеюсь, я справилась. В принципе, за 9000 столовая получилась даже очень неплохая. И по итогу, когда у меня осталось совсем немножко денежки, я уже сидела и думала, что же мне поставить, и по итогу я поставила просто лимон. Самый обычный лимон. Да, думаю, будет символично. Ну что, теперь давайте мы сгенерируем стоимость нашей кухни. Пожалуйста. 8279. Ну, знаете, неплохо. Давайте пробовать делать. Сперва я этой сумме очень даже обрадовалась. 8000 очень даже так неплохо. У меня в голове уже была определенная картинка, как что сделать, но положив пол и поклеив обои, я увидела немножко уже другую цифру и немножко мне взгрустнулось. Думаю, ладно. Начала расставлять кухонный гарнитур. Такая уже представила себе, что у меня будет посерединке маленький островок, у меня будет там уголок, где можно будет посидеть. Не смотрела на цену, ставила, а потом до меня доходит, что как бы плита и холодильник — это не дешевое удовольствие,
и как бы тумбы в принципе так тоже. И по итогу я начала эту кухню немного уменьшать именно в количестве тумб. Я убрала тумбы, все, вроде бы у меня все получилось, а потом такая, я же люблю декор, я же люблю вот всякие мелочи эти. У меня началась грандиозная паника, потому что мне не хватало безумно денег. Но по итогу я просто поставила сбоку кушеточку, какой-то небольшой цветок и все. И вот на этом наша кухня, вернее, наша кухня и закончилась. Итак, сейчас мы переходим к самой большой комнате. Это наша общая зона. Давайте-ка, ну-ка. 1109, господи, что можно за 1109 сделать? Ладно, принимаю вызов. Вот тут у меня началась конкретная паника. Уже пройдя 2 комнаты, я понимаю, что 1109 это совсем крохи, и после поклейки обоев и пола у тебя остается вообще там копье. Я думаю, ладно, буду брать самый дешевый, потом я думаю, лучше я возьму все в одном стиле, взяла экологическую жизнь, и я придумала историю, что они только переезжают в этот дом, поэтому, в принципе, можно просто дополнить 2 коробками, и будет у нас, в принципе, просто переезд, они не успели. Так, все-таки я решила, что у нас будет с вами детская спальня, давайте сгенерируем ее, ну-ка. 3000, 3933. Серьезно, 3933. То есть, типа, зал у нас за 1109, а спальня детская 3933. Пока что самая дорогая это у нас столовая с вами. Это 9000. И детскую комнату я сначала думала ставить на односпальную кровать для подростка, потом думаю, пускай эта девочка-подросток, она уже будет, и где-то будет там 15-16 лет, можно поставить двуспальную большую кровать. Думаю, пускай она у нас все будет любить розовое, хоть обои белые. Поставила лавовую лампу, она очень красиво там начала оттенять. Сперва я подумала, можно ее сделать блогером, поставить этому компьютеру и то. Но, как оказывается, 3933 это тоже не такая вот уж и большая цена. Если ты поставишь вот все, что ты хочешь, ну, это на самом деле, это очень тяжело. Мне кажется, мне легче будет пройти челлендж «Дом за 1 миллион миллионов», или как он правильно называется, 100 тысяч. Напишите в комментариях, кстати, пройти мне такой челлендж или нет. Да, обязательно напишите. Ладно, хорошо, давайте сгенерируем следующую комнату. Это у нас будет спальня родителей. 2711. Угу. Допустим. Спальня родителей. Для меня был тоже шок, как и с залом. Уже после детской комнаты я понимала, что мне ни на что вообще этих денег не хватит. Я поставила самую дешевую кровать и начала делать декор. Вроде бы все подобрала по тону, все хорошо. Потом я подумала, ну почему бы не сделать, чтобы здесь был оттенок голубого именно в комнате. Поставила вот такую лампу у нас пломбовая. Это там, по-моему, Райские острова или как-то так она называется. В общем, мне эта идея понравилась, задумка, и я пошла ее соблюдать. Я поставила еще кушетку, добавила большой потом цветок, и потом, когда я поставила большой цветок, я поняла, что мне хватит денег поменять кровать на более дорогую. И я такая, господи, да, у них будет нормальная кровать. Моему счастью не было предела, и по итогу у нас получилась вот такая вот спальня. Я добавила также скульптуру, я не знаю, картину, как это правильно назвать, и вот что у нас получилось. Ну что, теперь переходим к маленьким комнатам. Это у нас ванная комната. Я даже не знаю уже, какая цифра у нас здесь будет. 2932. Ну ладно. Я думаю, что за 2932 миллиона можно будет что-то сделать. И тут же опять благополучно я, когда начала все это делать, можно было закатывать свою губу и свои хотелки, что я хотела здесь прям вот все так расставить. Возможно, просто я не привыкла к каким-то денежным ограничениям именно в игре при постройке, потому что я обычно как-то все ставлю, все так красиво, все хорошо, мне все нравится, а здесь уже на ванной комнате у меня уже запал мой упал крах.
потому что я хотела и стиральные машинки поставить, и все, а потом я понимаю, что если я это поставлю, я больше ничего не поставлю, и я такая, да, замечательно, да, превосходно. Ну, в любом случае, я начала с самого дешевого унитаза, потом начала ставить, и по итогу я потом в результате унитаз поменяла на более немного дорогой. Здесь я справилась. Итак, последняя комната наша, это коридор. Я сейчас офигею. 10 тысяч. 10 895, серьезно? У нас коридор самый дорогой. Что, вот что я вот в эту вот маленькую комнатку я всуну за 10 900, о, господи, 10 895. Это вот в смысле? Ладно, допустим. Да, сперва я обрадовалась, что в принципе это 10 895, о да, круто, а такая счастливая, вся радостная. И по итогу, когда я начала все ставить, я думаю, блин, куда я реально все эти деньги всуну. В принципе, ну что, дорогой диван, все так поставила, потом такая думаю, нет, он сюда явно не подходит. Поставила самую обычную такую как кушеточку, думаю, надо поставить какой-нибудь просто столик более дорогой, украсить это все с зеркалами, поставить какую-то зелень, и в принципе будет хорошо. Я делаю, а деньги как не убывают. Я думаю, ну что же за приколы такие нашего городка. Уже думала вообще поставить какие-нибудь статуи, башни. Я реально думала вплоть чуть ли не поставить этих рыцарей, но у нас, оказывается, рыцарь стоит там 8 с хвостом, и типа 2 рыцарей я никак бы не поставила. Ну, я думаю, что в принципе у нас получилась наша прихожая очень такая достойная. Она получилась красивая, милая и уютная. И давайте мы приступим к обзору нашего дома. Вот наша гостиная и все комнаты. И параллельно я вам еще хочу сказать, что, ребята, если вам понравился данный челлендж, обязательно напишите мне, я еще тогда повторю как-нибудь. И в принципе я еще хочу потом пройти челлендж точно такой же, но именно только по каталогам, по рандомайзеру именно каталоги. И каждая комната у нас будет свой каталог. Можно построить новый домик, можно, кстати, даже в этом же просто сделать перестройку, но я думаю, что в принципе я справилась. Если придумать историю, что в этом доме живет у нас семья, которая только переехала в город, они начали обустраиваться, и в принципе они только распаковали свои коробочки, и вот в зале они еще не дошли до самого конца. Еще раз повторюсь, скажусь, ребята, ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео, кстати, да, и всем пока-пока!